Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Продолжаем тему вредных советов по выбору показателей бизнес-процессов и построению системы показателей компании. Все советы категорически не рекомендуются к исполнению. Начнем. Совет первый. Скопируйте систему показателей у соседей. Действительно, зачем делать работу, если ее за вас уже сделал и усовершенствовал другой? Работает у них, заработает и у вас. Процессы и показатели процессов – штука универсальная, и от ДНК компании и ее особенностей зависит слабо. Правда, может случиться следующая ситуация. Ранее ваш ресторан был знаменит отличным быстрым обслуживанием. Именно это привлекало посетителей. Возможность быстро поесть. Но отныне мы берем готовую модель показателей и находим там крайне полезный показатель процента отходов. Действительно, столько добра у нас пропадает. Нужно как-то оптимизироваться и менять процессы. В ходе таких улучшений процент отходов сокращается. Но сеть быстрого питания становится сетью медленного питания. Клиенты уходят к конкуренту, зато у нас остается меньше отходов. Совет второй. Набирайте в систему побольше показателей. Система показателей должна быть сложной. В противном случае это просто будет несерьезно. Система не может называться системой, если она сходу понятна всем сотрудникам организации. Только высшее руководство с его выдающимся опытом должно иметь возможность распутать хитроумные связи и зависимости показателей системы показателей. Таким трудом можно будет гордиться. Совет третий. Диверсифицируйте ответственность. В ответственность исполнителю больше показателей с низким весом. Так ему будет комфортнее и спокойнее работать. Хоть где-то до себя покажет. А еще пробел в одном месте может компенсироваться успехами в другом. Совет четвертый. Почаще подкручивайте вашу модель. Нужно постоянно стремиться к идеалу и находиться в его поиске. Если вы хоть на какое-то время остановитесь в разработке систем показателей, то ваши сотрудники наконец смогут понять, как она работает. А если они это сделают, то могут и расслабиться. Да, у вас не будет возможности посмотреть на тренды показателей в динамике, зато рано или поздно вы найдете недостижимый результат. Достигнете недостижимый результат. Скорее всего, когда-нибудь. Совет пятый. Не работайте с людьми, работайте с Excel. Доверитесь собственному опыту на 100%. Не слушайте людей и не давайте им себя обмануть. Их советы могут отвлечь вас от работы и заставить сомневаться. Хуже всего слушать сотрудников, когда система показателей уже запущена. Они могут дать обратную связь. Но мы-то знаем, что все эти жалобы и обвинения в несостоятельности показателей просто от нежелания работать. Совет шестой. Не тратьте время на объяснение. Показатель процесса – штука максимально конкретная и объективная. Я бы даже сказал, что показатель объясняет сам себя. Поэтому работа с людьми и попытки объяснить, как жить в новых реалиях и зачем нужен тот или иной показатель – просто пустая трата времени. Максимум, на который стоит потратить время, это должностные инструкции. Рано или поздно люди все равно привыкнут к новому формату. Совет седьмой. Разрабатывайте систему показателей узкой группой специалистов. Централизация – признак больших и серьезных компаний. Не нужно вовлекать в работу рядовых сотрудников и линейных руководителей. Пусть работают свою работу. Вам виднее, что и как им нужно делать. Даже если вы не знаете специфики и никогда не пробовали с ними эту работу обсудить и услышать их бесполезные соображения на этот счет. Совет восьмой. Разрешите подразделениям единолично определять свои показатели. Они лучше всего знают свою работу и вряд ли будут выбирать показатели, которые легко выполнить и по которым легко отчитаться. В конце концов, мы все сначала профессионалы, а уж только затем люди. Совет девятый. Стремитесь составлять систему только из легко измеримых показателей. Избегайте любых показателей, которые нельзя легко посчитать автоматически. Как вы измерите удовлетворенность клиента, качество изделий, NPS ваших сотрудников? Придумать, конечно, можно, но зачем себя утруждать? Совет десятый. Учитывайте исключительно текущее состояние компании. Некоторые фантазеры меряют то, чего даже нет, прикрываясь стратегией и желанием менять компанию. Нам такого не надо. Меряем только то, что существует на самом деле здесь и сейчас. Завтра наступит завтра. И последний совет. Не давайте ответственному сотруднику рассчитывать его показатели до конца отчетного периода.
зачем такая возможность? Пусть для него это будет сюрприз. Тем больше будет стараться весь период. Это даже похоже на игру. Повторюсь, советы были вредные. Так поступать я бы не рекомендовал. Для тех, кто пропустил первую часть вредных советов, ссылка будет в описании. На сегодня у меня все. Не забываем подписываться на канал, поддерживать видео лайками и задавать ваши вопросы в комментариях. До новых встреч!